Сегодня мы протестировали 5 полных стриминговых усилителей с 4 парами напольной акустики. Наша задача максимум была получить 5 максимально качественно звучащих комплектов стриминговый усилитель плюс напольная акустика. Получить качественный, масштабный, полноразмерный звук довольно трудно с полочной акустики. Именно поэтому мы выбрали, на мой взгляд, 4 самых достойных напольных акустики. Sonus Faber Lumina 5, Klipsch Reference 8000, монитор Audio Silver 500 7 серия и Spender A7. Все стриминговые усилители звучали полностью самостоятельно, то есть они получали сигнал по проводу Ethernet. Все были подключены через Roon. И все стриминговые усилители работали абсолютно в одинаковых условиях, с одинаковыми силовыми проводами, с одинаковыми акустическими проводами. Все это аудиофилическое безбожие, весь этот аудиофилический разврат, как сказал бы Михаил Борзенков, происходил в салоне Stereo Plus на Гане Будамбис 22 в Риге. Кстати, ребята из Stereo Plus проявили недюжинное терпение, потому что представьте себе, сколько надо сделать переключений для того, чтобы послушать 5 стриминговых усилителей с 4 парами акустики. Умножаем 4 на 5 и получается 20. Плюс количество тестовых композиций тоже было немалым. И огромное спасибо ребятам из салона за то, что они с таким старанием, с такой любовью относятся к подбору компонентов и подбирают действительно компоненты, которые хорошо можно сдружить друг с другом. Хотя, как показало тестирование, даже довольно-таки дорогостоящие компоненты не всегда звучат вместе. И одной из задач этого видео было выяснить, какие компоненты звучат лучше всего, а какие компоненты лучше не соединять между собой. В сегодняшнем тесте, кроме 4 пар акустики, участвовали стриминговые усилители Arcam SA30, Naim Atom, участвовал Hegel 120, участвовал стриминговый усилитель Primare i15 Prisma MK2, на который, кстати, на канале уже есть обзор, можешь поискать, если тебе это интересно. Также мы затестили, как звучит Cambridge Audio EVO 150, и мы старательно расскажем о всех достоинствах и недостатках выбранных компонентов. 5-е место в сравнении занял британский усилитель Arcam SA30. Цена этого стримингового усилителя на момент записи обзора составляет примерно 2600 евро. На борту Arcam SA30 находится ЦАП Sabre 32-битный 9038. Из коммуникации вход HDMI. Это абсолютно великолепная современная коммуникация с телевизором. Также можно подключить по коаксиалу либо по оптике. И, конечно же, к сети он присоединяется с помощью провода Ethernet. Arcam поддерживает стриминг AirPlay, Chromecast. И из аналоговых входов у него есть 3 аналоговых входа, тюльпанчики RCA, плюс 2 входа для подключения фонокорректора MM или MC. И также 1 пара акустических клемм для подключения 1 пары акустики. Дизайн, на мой взгляд, немножечко старомодный, немножечко простоватый. При прослушивании с разнообразными парами акустики мы обратили, что звучание Arcam имеет некоторую приподнятость на средних частотах и на высоких. То есть это звучание может быть утомительным при длительном прослушивании. Глубина сцены составляет, в принципе, с большинством пар акустики порядка 2-3 метров. Хорошая, четкая, ясная прорисовка музыкальных образов, четкая, хорошо слышимая и ясно различимая текстура музыкального произведения. То есть ты совершенно не напрягаясь можешь слышать партию каждого инструмента. Arcam божественно, восхитительно, злобно, агрессивно и напористо играет
Тежмет с акустикой Spender A7. Если ты соединишь Arcam и Spender A7, ты получишь такой злобный и агрессивный металл, которого услышать в принципе довольно-таки тяжело. Это очень хорошая пара. Очень хорошее звучание Arcam показал с Klipsch. Это звучание мы оценили как немножко холодноватое, нейтральное и в то же время очень пластичное. То есть к Arcam для прослушивания инструментальной и электронной музыки идеально подходит Klipsch 8000. И что самое интересное, третья пара акустики, которая хорошо звучит с Arcam SA30, это Sonus Faber Lumina 5. Sonus Faber Lumina 5 имеет очень интересную особенность. Lumina очень аккуратно сглаживает все резкости звуковоспроизведения. Именно поэтому Sonus Faber Lumina попала в рекомендации совершенно ко всем стриминговым усилителям, которые мы рассмотрели. Звучание Sonus Faber хорошее, ровное, увлекательное, отчетливое, и оно очень основательное в басовом диапазоне. В металле Arcam SA30 показал Sonus Faber несколько, ну скажем так, некоторое упрощение в басовом диапазоне. Номер 4 нашего топа – усилитель из Швеции Primare i15 Prisma MK2. На Primare у нас уже есть обзор на канале, так что если тебе интересно, можешь его посмотреть. Дизайн этого стримингового усилителя минималистичный, в нем нету ничего лишнего, и это является частью идеологии компании Primare, что все должно быть уравновешено, не должно быть ничего лишнего, и в то же время всего должно хватать. Коннекторы на задней панели ориентированы на цифровую интеграцию в твою домашнюю систему. Огромное количество оптических входов, всего лишь один аналоговый входа. Можно подключать к интернету с помощью провода Ethernet, можно подключать по Wi-Fi. Также есть встроенный Bluetooth приемник, одна пара коннекторов для подключения акустики. Стриминговый усилитель поддерживает все популярные стриминговые сервисы: Tidal, Deezer, Qobuz, интернет-радио и так далее. Конечно же, можешь пользоваться AirPlay или Chromecast. Усиление происходит в классе D, и ЦАП на борту Sabre 9028 с частотой дискредитации 32/384. Выхода для наушников у стримингового усилителя нету. Также Primare не может похвастать наличием на борту фонокорректора для воспроизведения винила. Так что если ты захочешь баловаться винилом, то фонокорректор придется докупить отдельно, либо пользоваться фонокорректором, встроенный в проигрыватель винила. По тембральному балансу могу сказать, что слегка приподнята середина, но в то же время можно отметить, что звучание в целом нейтральное. Баса и мощности у стримингового усилителя достаточно для работы даже с большими, мощными, тяжелыми акустическими системами. Глубина сцены с большинством акустических систем составляет порядка 2-3 метров. Хорошая прорисовка, мягкая, плавная музыкальных образов. Панорамирование в глубину также есть у этого усилителя. Интересно, что Primare совершенно не сошелся с Klipsch. На мой взгляд, сцена при работе с Klipsch теряет ширину и как-то концентрируется в середине. Также не со всей акустикой Primare хочет играть Тежмет, но в принципе происходит сглаживание диапазона на краях, начинается такое упрощение сверху и упрощение басового рисунка. Но Primare Prisma MK2 великолепно работает с акустикой монитор Audio Silver.
Это, на наш взгляд, самая замечательная пара по соотношению цена-качество, потому что вместе они стоят на данный момент в ритейле порядка 4450 евро. И этот комплект Primare Prisma i15 MK2 и монитор Audio Silver 500 седьмого поколения звучат очень чисто, нейтрально, ровно, с глубокой, хорошей сценой, динамично, и даже металл вместе им под силу, ребята. Это великолепная пара, и я бы ее себе выбрал. И также по нашим наблюдениям, Primare i15 Prisma MK2 очень хорошо нейтрально звучит с акустикой Sonus Faber 5. Sonus Faber Lumina 5 вообще, в принципе, показал себя очень хорошо со всеми стриминговыми усилителями, с которыми мы Sonus Faber испытывали. Номер 3 нашего топа — это стриминговый усилитель Cambridge Audio EVO 150 из Британии, который в ритейле на данный момент стоит сейчас 3000 евро. Этот усилитель обладает одним из самых красивых дизайнов за счет своей компактной компоновки, за счет красивого дисплея на передней панели, великолепная ручка, винтажные боковины под дерево. Усилитель абсолютно стопроцентно покрывает все потребности обычного домашнего хозяйства по подключениям, по коммуникации. Ты можешь подключить его и с помощью аналогового входа, и с помощью цифровых входов. Он поддерживает абсолютно большинство всех стриминговых сервисов, AirPlay, Chromecast и так далее. В принципе, этот усилитель не зря заслужил награды EIZA как самый лучший продукт какого-то там 2020 или 2021 года. На самом деле усилитель прекрасный. По характеру звучания он динамичный, он мощный, он быстрый, он рисует глубокую информативную сцену с большими крупными образами музыкантов. В его звучании присутствует некоторая резкость на середине и некоторая приподнятость на высоких частотах. Но это не является недостатком, потому что по моим наблюдениям большинство слушателей предпочитают слушать технику с приподнятой серединой и с приподнятым верхом. Просто людям так больше нравится. Однозначно Cambridge Audio EVO 150 является очень плохой парой для акустики Spender A7. Это вместе просто какое-то недоразумение. Бас воспроизводится толчками, абсолютно преувеличено, звучание резкое, некомфортное. Нет, ну, конечно, кому-то оно может понравиться. С акустикой Spender A7 Cambridge Audio показал довольно интересный характер. Мы описали его как мясной, эмоциональный, слегка небрежный. То есть, мясо здесь реально есть. Очень хорошо Suspender воспроизводит электронную музыку. Агрессивно, напористо, мощно. У Cambridge Audio однозначно достаточно мощности и напора для работы даже с крупной акустикой. Но мы с коллегами, с Денисом, Глебом и Константином из Stereo Plus оценили это звучание как не очень хорошее. Однозначно очень хорошее звучание Cambridge Audio показал с акустикой Sonus Faber Lumen 5, потому что Sonus Faber Lumina 5, как я уже и говорил, отлично нивелирует приподнятую середину и приподнятый верх стриминговых усилителей, ну либо просто усилителей. И звучание получается красивым, насыщенным, ровным, плавным, мягким, пластичным. Этот усилитель хорошо звучит с металлом, но нельзя сказать, что он чертовски аудиофиличен при прослушивании инструментальной музыки. Но в то же время, опять-таки, нельзя сказать, что он плох, но в то же время он и недостаточно хорош, чтобы оказаться на первом месте. И, кстати, забыл тебе сказать, что усиление используется класса D.
Возможно, многие не согласятся с нашей оценкой, но в любом случае самая основная наша рекомендация при выборе компонентов для своей домашней аудиосистемы: всегда выбирай своими ушами. Всегда старайся слушать, что ты выбираешь. Второе место в нашем топе занял норвежский стриминговый усилитель Hegel 120, который в ритейле сейчас стоит порядка 2700 евро. Дизайн этого проигрывателя-усилителя, на мой взгляд, немножечко простоват. Он получил целую кучу наград за свой дизайн, но знаешь, что он напоминает мне? Духовку, которая стоит у меня дома. Вот этой ручечкой слева выбираешь программу, ручечкой справа настраиваешь температуру и начинаешь жарить. А по центру дисплейчик, который показывает тебе прогресс процесса. У этого стримингового усилителя нету HDMI. Вообще вся коммуникация на задней стенке абсолютно по минимуму. Это один из самых минималистичных по коммуникации аппаратов. У него нету HDMI, но зато у него есть балансный вход. У него всего два аналоговых входа, нету фонокорректора, нету Bluetooth, нету Wi-Fi. Ты можешь подключить его к интернету только с помощью проводка Ethernet. Он поддерживает AirPlay, он поддерживает Chromecast, он поддерживает стриминговые сервисы, самые популярные Tidal, Deezer. И, в общем-то, это самый-самый минимум. И, конечно же, ты к нему можешь подключить одну пару акустики. Также на задней панели один вход для подключения к компьютеру. Ура, его можно подключить к компьютеру по проводу USB. На борту находится ЦАП АК-4490 и усиление класса АБ. То есть это не какой-то там цифровой D-класс, это классика жанра АБ. Как сладко это звучит. В тембральном балансе Хегеля H120 мы заметили акцент на середине. Он варьируется от легкого до сильного в зависимости от акустики, которую ты выберешь для этого усилителя. Звучание можно охарактеризовать как пластичное, динамичное. У усилителя достаточно напора, достаточно мощности для работы с большой акустикой. Текстура звучания одна из самых лучших из усилителей, которые мы сравнивали. Усилитель однозначно рисует очень широкую сцену, которая буквально расступается за акустическими системами. Эшелонирование в глубину, все присутствует, все как надо. В музыкальной жанровости однозначно великолепно подходит для инструментальной музыки, великолепно подходит для электронной музыки. При увеличении громкости звучания Hegel H120 начинает сглаживать текстуру тяжелого металла, если ты любишь металл. Но это однозначно не очень удачная пара для монитор Audio Silver 500 седьмого поколения и однозначно не очень хорошая пара для подключения к акустике Klipsch 8000, потому что звучание получается рисковатым и некомфортным. Но Hegel H120 просто божественно звучит со Spender A7. Я бы сказал, что это звучание одно из самых лучших, которые мы сегодня оттестировали. Оно пластичное, оно глубокое, оно наполненное детальностью. Это звучание можно назвать практически хай-эндом. Прорисовка образов очень ясная, отчетливая, реалистичная. Если мы говорим о фортепиано, то ты буквально видишь это фортепиано, которое находится справа и спереди от тебя. И если мы говорим о вокале, то ты буквально ощущаешь, как вибрирует грудная клетка музыканта. Это великолепная пара со Спендером А7, ребята. Характер звука Hegel H120 с акустикой Spender A7 это бархатистый, с фундаментальным напористым басом, пластичный, динамичный. Этим звуком можно просто заслушаться.
И усилителю, несмотря на то, что он является классом AB, по сравнению с другими стриминговыми усилителями, которые были класса D, однозначно хватает мощности и динамики для работы с большой напольной акустикой. И, конечно же, традиционно Hegel AH120 очень хорошо отработал с акустикой Sonus Faber Lumina 5. Вот Sonus Faber это идеальная акустика для любого стримингового усилителя. Вот к чему бы ты Sonus Faber Lumina не подключил, она совсем будет хорошо звучать. Просто феномен какой-то. Вот вся бы акустика была такой. Первое место в нашем тесте занял британский усилитель Nime Unity Atom, который в ритейле на данный момент стоит порядка 3000 евро. Стриминговый усилитель не новый, по-моему, его выпустили 2 или 3 года назад, но тем не менее это не отменяет того факта, что ему, несмотря на высокую конкуренцию, удалось воспроизвести музыку с напольной акустикой наиболее качественно по сравнению со всеми остальными стриминговыми усилителями. Дизайн у него поистине фантастический. Это один из самых красивых стриминговых усилителей, которые я вообще встречал. Передняя панель блестящая, акриловая или не акриловая, не знаю на самом деле из чего она сделана, с красивым дисплеем, отображающим информацию. Боковые панели с ребрами, которые отводят тепло от усилителей мощности. Сверху вот эта элегантная крутилочка, которая подсвечивается, но это просто какой-то космос. По возможностям подключения Nime Unity Atom это самый настоящий минималист. У него всего лишь один аналоговый вход. Это вообще самый минимум, который можно получить, но в то же время у него есть полноценный выход на преоут, то есть ты можешь подключить усилитель мощности или полноценный сабвуфер. У Найма есть вход HDMI, ты можешь подключить его к сетке с помощью провода Ethernet либо по Wi-Fi. Интересно, что штекер провода HDMI и штекер для подключения к сети имеют такую тенденцию как бы болтаться, когда ты подключаешь к ним провод. И это не брак, а я-то сначала думал, что это брак. Это сделано для того, чтобы подключение проводов было развязано от всей схемы, от корпуса. Ну, не знаю, короче, какие-то технические инженерные извращения. У Найма Unity Atom нету полноценных зажимов для подключения акустики. Сюда ты можешь подключить только бананы. Но что интересно, на задней панели ничего не выпирает на 3 сантиметра, и ты можешь реально компактно расположить этот стриминговый усилитель у себя в интерьере. Да, на борту у него ЦАП Бур Браун, который поддерживает дискредитацию, который поддерживает частоту сигнала до 24/192. Не самые высокие цифры по сравнению с конкурентами, но, как показывает прослушивание, этого вполне достаточно, чтобы занять первое место. На передней панели также есть вход для подключения наушников, так что если ты вдруг устанешь слушать акустику, ты можешь послушать этот усилок с помощью наушников. По поводу стриминга Tidal, Deezer, Spotify, Qobuz и так далее, конечно же AirPlay, конечно же Chromecast. Короче, все потребности по стримингу этот стриминговый усилитель закрывает. Усиление на борту класса AB. Снова эти сладкие буквы AB. И этот стриминговый усилитель имеет самую низкую мощность из всех кандидатов, которых мы сегодня сравнивали. Отсюда вывод. Мощность в ваттах – это не всегда критерий качества. То есть здесь мощность, по-моему, 2 по 40 Вт. И несмотря на то, что мощность совсем маленькая, этот маленький атом великолепно работает даже с крупными напольными колонками. В принципе, со всеми колонками, которые мы сегодня прослушали, Sonus Faber Lumina 5, Klipsch 8000, монитор Audio Silver 507 поколения, Spender A7,
Со всеми акустическими системами Nime Unity Atom показал самое высокое качество звучания по сравнению с конкурентами. Если остальные стриминговые усилители с одним звучат, со вторым не звучат, с кем-то звучат лучше, с кем-то звучат хуже, то Nime Unity Atom абсолютно прекрасно звучит со всеми парами акустических систем. Так же само, как и, например, Lumina показала высокую степень универсальности. Она хорошо отработала со всеми стриминговыми усилителями, несмотря на их достоинства и недостатки. По звучанию этот усилитель на самом деле меня поразил. Это звук наиболее ровный из всех стриминговых усилителей, которые мы сегодня слышали. Он ровный, ясный, чистый. Он великолепно прорабатывает голосовой диапазон. У него самая отчетливая текстура. У этого стримингового усилителя самая высокая детальность из всех прослушанных стриминговых усилителей. У него самая лучшая сцена, потому что звук, который ты слышишь и видишь, он полностью отвязан от акустических систем и растворяется за пределами системы, за пределами помещения, в котором ты прослушиваешь музыку. Это звучание эмоциональное, чистое, ясное, четкое, и именно таким должно быть аудиофилическое звучание. То есть с этим малышом совершенно спокойно можно впадать в аудиофилию, но, конечно, не самую высокую, но, скажем так, аудиофилию начального уровня. Интересно, что этот малыш даже с металлом, даже с тяжметом показывает себя абсолютно хорошо. Даже при прослушивании тяжмета на высокой громкости он не сглаживает, не уплощает структуру и показывает всю злобу металла, которая там есть, и в то же время он пластичен, деликатен, натурален, естественен при воспроизведении инструментальной музыки. И при прослушивании вокальных композиций ты прямо слышишь, как голос зарождается внутри грудной клетки исполнителя и вырывается, льется наружу. Это уже признаки по-настоящему хай-эндного, не побоюсь этого слова, устройства. Это реально лучший стриминговый усилитель, который можно получить на данный момент. И для того, чтобы получить от этого проигрывателя максимальное качество звука, тебе надо подключить его к акустике Spender A7. Правда, это получается самая дорогая пара из рассмотренных систем. 3000 за Unity Atom и 4200 на данный момент в ритейле стоит Spender A7, то есть 7200. Это немножечко выше тех пределов, которые я заявил в видео, то есть полный Hi-Fi за 5000 евро. То есть максимум из этого найма ты получишь за 7200. Но даже подключив найм к монитор Audio Silver за 2550, и звучание с монитор Audio Silver, оно также просто восхитительно, ребята. На мой взгляд, Silver и Nime Unity Atom это одна из наиболее недорогих и удачных пар также. Что ж, буду переходить к заключению. Еще раз хочу поблагодарить ребят из Stereo Plus, Дениса и Глеба за это длительное, утомительное, но в то же время интересное и результативное прослушивание. 5-е место у нас занял усилитель Arcam SA30 с акустикой Klipsch 8000. Также Arcam отлично отработал с акустикой Sonus Faber. На 4-м месте у нас Parimare i15 MK2 Prisma и монитор Audio Silver 500 седьмого поколения. Кстати, это лучшее соотношение цена-качество, лучший звук, потому что вместе они стоят всего лишь 4450. Ну или вместо монитора аудио ты можешь подключить Sonus Faber Lumina 5.
Номер 3 занял Cambridge Audio EVO 150 с акустикой Sonus Faber Lumina 5. Второе место занял Hegel 120 плюс акустика Spender A7. Ну, либо, опять-таки, можно к Hegel подключать Sonus Faber Lumina 5 поколения, 5 серии. И первое место занял усилитель Naim Unity Atom и акустика Spender A7. Ну, либо с акустикой монитор Audio Silver 507 поколения. Интересно, что 3 стриминговых усилителя было класса D. Нет, не 3, 2. Arcam был класса G, Bridge Audio был класса D, и Hegel у нас был класс AB, Naim у нас был класса AB, и Prisma у нас был класса D. Так вот, второе и первое место у нас заняли усилители класса AB, то есть они звучат для наших ушей наиболее увлекательно, наиболее комфортно, наиболее музыкально, пластично, динамично, детально. То есть на данный момент, видимо, класс D уже хорош, но недостаточно хорош, чтобы в комплекте с остальными компонентами стримингового усилителя давать действительно по-настоящему качественный звук. Интересно, что акустика Sonus Faber Lumina 5 показала себя очень нейтрально и добротно абсолютно со всеми стриминговыми усилителями. То есть пятую люмину ты можешь спокойно подключать к любому усилителю, и она будет звучать хорошо, потому что она имеет особенность сглаживать резкие места компонентов. В заключение хочу сказать тебе, что мы здесь сегодня поработали на славу и до сих пор все еще пишем. И ты знаешь, дружище, нам хочется пива. Прямо под видео находится кнопочка «Спасибо». Жми «Спасибо», и все полученные донаты мы потратим на пиво. На этом все, дружище. До новых встреч.